Привет, друзья! Здоровайся! Привет! На самом деле у нас скоро очередной праздник, Шивот. Как-то я перед Песохом приглашала к себе кондитера уже на канал в гости. Сегодня я вновь приглашаю кондитера. Это Оля. Оля Ким, знакомьтесь. Совершенно сумасшедший кондитер. Я со своей нелюбовью к сладкому на самом деле не могу стоять перед тем, что она делает. Ведь те, кто не любит сладкое, они приучаются к сладкому, а те, кто любит сладкое, они отучаются от сладкого. Вот, да, то есть вот с ней проблема, я вам честно скажу. Отказаться от того, что она готовит, невозможно. Я пригласила ее сегодня ко мне, чтобы что-то приготовить вкусное. И она сказала чизкейк. Чизкейк я люблю. Но это необычный чизкейк. Да, но самое интересное, что первый вопрос я всегда задаю, а вот какая основа будет у этого чизкейка, потому что я очень не люблю, когда делают из печенья. И знаете, какой я получила ответ? Никакой основы нет. Основы сегодня не будет. Что будет? Сегодня будет баскский чизкейк, жженый чизкейк его еще называют, либо чизкейк Сан-Себастьян. Вот его по-разному называют, но суть у него одна. На вид он может быть как-то горелый, не очень, да. На лицо ужасное, но нежное внутри. Хорошо. Значит, Оля привезла все продукты с собой. Мы потом внизу напишем в описании, что у нас за продукты были, как мы это все делаем. Сначала мы подготовим нашу форму. На самом деле я принесла кольцо, потому что у меня в основном только кольца, но может быть также обычная форма для выпечки. Прямоугольная, какая угодно. Ну, обычно все-таки круглая, но к тому, что и может быть с дном, любая, А не продается. вытечет ничего вот без надо? Нет, потому что мы сделаем вот такую штуку. У нас вот есть пергамент. Сразу начинается мастер-класс. Окей. И вот так мы его вот так вот. То есть просто опустили, никакого дна не надо? Никакого дна не надо. Ну, главное, чтобы не продырявилось. Вот. Аккуратненько. До конца я прокладываю пергамент. Вообще, такой рустик стайл. На самом деле, этой серии все гениальное просто. Дно, еще что-то, просто пергамент засунули в кольцо и получилась миска. Форма, да. Больше ничего не нужно. Так, я уже умываю руки. Что нам нужно? Что, какую-то миску тебе дать или еще что-то? Мне нужна держа для миксера и какой-нибудь кувшин для жидких ингредиентов. Сейчас расскажу, что делает каждый ингредиент в чизкейке, как вообще разбираться в рецептах чизкейков, чтобы понять, когда надо на водяной бане, когда не надо на водяной бане, почему где-то... Я надеюсь, нам ничего не надо, да? Нам Мы ничего не все надо. по-простому, как я люблю и как любят мои зрители. Мы готовимся и начнем снимать. Ну, в общем-то, я свою часть работы сделала. Духовка вверх-вниз с конвекцией включила, стакан дала. Держа, у меня даже есть миксер. Кстати, если у людей нет вот какого-то большого миксера, ручным можно готовить? Можно ручным, можно даже деревянной лопаткой. О, короче, если у вас нет, не Много расстраивайтесь. сил. Да. Можно сделать. Погнали. Что делаем? Это я пока отставлю подальше. Мы сразу кладем форму на противень. противень, потому что у нас здесь пергамент, и если мы его сюда зальем, потом будем переносить, точно все распадется. Поэтому сразу ставим на противень. Тонкое замечание. Погнали. Мы кладем в держу миксера, мы кладем сначала крем-чиз. В Израиле прямо вот так вот Так он и называется, да. Ну, в России, по-моему, тоже крем-чиз называется. Нет, ну он И в Греции я видела крем-чиз. Да, бывает. И на Кипре Да. видела крем-чиз. Бывает, называется творожный сыр. Ну вот, в общем, Ну, крем-чиз. по сути, крем-чиз. Да, такой вот. Тверденький. Подойдет даже Филадельфия, которая более мягкая, ну, он тоже подойдет. Ну, крем-чиз вкуснее. Да, будет более плотная текстура. Но не пугайтесь, полкило. На самом деле, такой секрет, что можно даже взять творог. Но просто для творога нужно смотреть текстуру. То есть бывает Не каждый подойдет, да? Не каждый подойдет. Я, например, в Израиле покупаю творог, и он довольно сухой. И я тогда добавляю просто больше сливок. На самом деле, на этот же рецепт
примерно на 100 грамм больше сливок, и получается просто нежнейшая запеканка. Ну, почти как чизкейк. Так, подожди, мы чизкейк или запеканку готовим? Сейчас чизкейк. У нас Хорошо. крем-чиз. Сыр у нас теплый, пока я его везла, он как раз согрелся. Мы сразу туда кладем муку. Муки у нас буквально 20 грамм. Мука нам в рецепте нужна для того, чтобы связывать воду. Для того, чтобы у нас текстура была более нежная. Например, если много жидкости в рецепте и нету муки, то когда испечется чизкейк, то могут быть такие кармашки воды и будет немножечко отслаиваться. А мука такую воду собирает воедино, и у нас получается гладкая и шелковая текстура. То есть мука играет роль. Если вы хотите сделать без муки, например, кто-то увлекается чем-то безглютеновым, можно положить крахмал. Сразу сюда же я добавляю сахар. Это сухие, можно сказать, ингредиенты, хотя сахар впитывает влагу от крем-чиза и будет растворяться. Можно положить немного меньше сахара. Здесь у нас такой чизкейк, который не требует сверху сгущенки или шоколадной пасты. То есть сразу сладенькое. Он такой сладенький, да. Можно положить меньше, грамм на 50, даже 80 или 100. Но мы любим сладенько. Давай не будем экспериментировать. Вообще здесь фишка в том, чтобы этот сахар наверху как раз карамелизировался и получился такой загорелый, нет, жженый прям такой цвет. Поэтому сахар здесь играет свою роль тоже. И отдельно в стакан я взвешиваю жидкие ингредиенты, это яйца. Потому что если мы сразу это туда добавим, то у нас просто крем-чиз пойдет кусками, у нас будет неоднородная масса, придется выпендриваться и что-то с этим делать. Для того, чтобы этого просто не допускать, мы будем постепенно же жидкие ингредиенты добавлять. И тогда у нас будет шелковистая текстура, и не придется пользоваться ни блендером, ни чем-то еще. Также, когда рукой вы будете замешивать, вам будет проще контролировать саму массу, когда вы будете постепенно жидкие ингредиенты добавлять. То есть из жидкого у нас яйца и сливки. Сливки жирные, от 33%, их довольно много. Именно поэтому, например, мы печем баскский чизкейк без водяной бани, потому что здесь довольно много жидкости, которая позволяет нам не делать, не геморроиться с этой водяной баней. Поехали потихонечку. И сколько минут мы взбиваем? Пока не станет однородной масса. Вопрос у меня только один, а почему не венчиком мы это делаем? Если мы будем делать это венчиком, то мы запустим довольно много пузырей. Нам это не нужно, нам нужно, чтобы у нас была такая плотная шелковистая текстура, поэтому мы делаем это лопаткой. Вот так вот. Век живи, век учись. Так, посмотрим, что у нас тут. У нас уже такая однородная масса. Такая. Да, достаточно. Уже нету гладко. комочков. Можно постепенно теперь добавлять нашу жидкость. И все сразу. Частями. Как только у нас становится равномерная, снова однородная масса, добавляем еще. Добавляем следующую Да, порцию. по чуть-чуть. Если вы добавите все сразу, опять может пойти комками, и надо будет, в общем, Что-то придумывать. Да. И так понемногу, небольшими партиями взбиваем до готовности. Я так понимаю, пока не будет однородной массы. Да, правильно. Для того, чтобы наш чизкейк был однородный. Это логично. Теперь готовую массу мы выливаем. Немножко есть пузырики, но это не страшно. То есть вот просто все в одной чашке замесили и все? И все. Да, если хочется какого-то вкуса, можно натереть цедру, лимонную, апельсиновую, можно положить ваниль, можно положить корицу, какие-нибудь другие Мы будем специи чистый ароматные. вкус сегодня. Да. Вот посмотрите, что получилось. Вот довольно жидкое тесто. И если вы делаете с творогом, то консистенция тоже должна быть такая, жидковатая. У нас уже разогрелась духовка на 240 градусов. Сначала мы ставим наш чизкейк примерно посередине, не слишком близко к верху, не слишком близко к низу, на 15 минут на 240 градусов, а потом на 20 минут при 220. Окей, погнали. Что? Вот прям на рельсы на эти ставь. Это как раз середина. Ага. Не пугаемся, ничего не сгорело. Давай, давай, сейчас проверим, что у тебя сгорело или не сгорело.
О, такой негритенок. Но вот чуть-чуть дребезжит, это хорошо. Так, Ага. подергивается. Я так подозреваю, что он должен полностью остыть. Он должен полностью остыть. Температура готового чизкейка внутри 74 градуса. Но при этом он вот так вот путырх-путырх делает. Чем-то похоже на омлет, который я недавно снимала для своего канала, такой детсадовский. То, что он уже поднялся, это означает, что внутри он не сырой. То есть он может у вас, например, сгореть, но при этом не подняться. Это значит, что у вас слишком сильно работает тен, и тогда понизьте температуру. Вот. А так, вот если он поднялся, значит готово. Он сейчас будет остывать и будет опускаться практически вровень, может быть, даже немножечко ниже нашей формы. Но это Он не страшно. полностью остынет, да, не страшно, он полностью остынет прямо в ней, потом в холодильник, он там стабилизируется, и только на утро. Не ночью. Это предупреждение мне было, я так подозреваю. То есть- Можно его будет... Ролик я буду доснимать одна. Да, ложкой прямо сниму. Ладно, пока я жду вот этого вот ужасного чизкейка, который нельзя есть даже ночью, я вам покажу, что Олечка принесла мне еще вот такую красоту. Как это называется, Оль? Панеттоне. Панеттоне. Короче, вместо кулича, но это что-то совершенно сумасшедшее. А Оля живет в Хайфе, и у нее такую панеттоне Да. можно, между прочим, заказать. Это безумно вкусно. На самом деле Оля меня запугивала, пока мы проводили мастер-класс по пирогам и пирожкам. Наступила ночь. Наступила ночь, и вот наш чизкейк уже настоялся. Вау. Вау. И готов. Давай, давай, давай. И на ноже так вот, покажи мне. Так вот, на ноже, на разрез. Вау. Мне кажется, это чем-то похоже на этот самый львовский пряник, нет? На вид? Да, похож. Ну что, проба. Давайте. Я последняя. Сейчас я посмотрю, как вы. Олечка, Я получилось? обожаю вас. Отлично. вкусно. Вау. Очень вкусно. Просто вау. Вау? Вау. В общем, боюсь, что они без меня все съедят. Едим. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Олю в Инстаграме, ссылку дам в описании. В общем, это вкусно, это классно, это здорово. Всем пока. Девчонки, скажите пока. Пока. Получили море удовольствия.